Всем привет! Как вы помните, в видео, посвященному тому, как выполнить задание по устранению гномов в ладном лагере и на развалинах форта, на нашем канале был разыгран скин из магазина предметов Fortnite. По просьбе победительницы вместо скинов в подарок она получила боевой пропуск Fortnite. Сейчас вы можете наблюдать церемонию вручения этого приза. Также вы можете видеть, что для того, чтобы выиграть подарок на канале Жизнь Игра, достаточно лишь желания и немного удачи. А чтобы на собственном опыте в этом убедиться, регулярно смотрите ролики на канале Жизнь Игра, и в следующий раз удача непременно вам улыбнется. Друзья, для тех, кого заинтересовала эта информация, у меня хорошая новость. Канал Жизнь Игра проводит новый розыгрыш предметов из магазина Fortnite. В этот раз мы разыграем боевой пропуск или скин персонажа в Fortnite. Для того, чтобы их получить, от вас потребуется совсем чуточка усилий. А именно, для этого необходимо всего лишь подписаться на канал Жизнь Игра, поставить колокольчик, нажать лайк под этим роликом, написать какой-нибудь комментарий по теме этого видео и указать свой ник в игре Fortnite. Ну а если это видео наберет больше 300 лайков, то уже целых 3 победителя получат по одному боевому пропуску или скину в Fortnite. Что касается основной темы видео, то, к сожалению, поводы для опасения о том, что третий сезон второй главы Fortnite или 13 сезон может быть последним, действительно существует. При этом причиной такого исхода не является нарушение закона со стороны разработчиков Fortnite. Однако, именно обвинения сотрудников Epic Games в совершении противоправных действий сыграли в этой истории решающую роль. А теперь подробнее об этом. Что касается юридических претензий к Epic Games, то, наверное, всем известно, что около 2 лет назад, в 2018 году, действительно существовал судебный спор между PUBG Corporation и Epic Games. Из-за того, что PUBG пожаловалась на частичную схожесть интерфейса, геймплея и структуры шутера Epic Games с Battlegrounds. На фоне этого конфликта некоторые эксперты уже тогда заявляли, что дни Fortnite уже сочтены. Есть игровое кресло за кучу денег, которое подтверждает, что я очень много играю и я реально геймер. Ну а мою популярность подтверждает вот эта вот кнопка YouTube, которая говорит о том, что на YouTube я очень известен, популярен и востребован. Ну и давайте наконец перейдем к теме сегодняшнего видео, а оно заключается в том, что Fortnite в ближайшее время будет закрыт, а все его разработчики скорее всего попадут в тюрьму. Определенно, обвинения PUBG Corporation не были голословными. Однако, с учетом того, что поводом для спора явилась лишь схожесть концепций, которые с точки зрения закона не защищены, то PUBG Corporation благоразумно отозвала свой бесперспективный иск. В то же время судебный процесс не прошел для Epic Games бесследно. Он, можно сказать, завел механизм бомбы замедленного действия, которая вот уже совсем скоро взорвется. Друзья, дело в том, что, судя по просочившейся в интернет информации, в новом сезоне Fortnite разработчики частично изменили геймплей игры. Так, карта шутера в третьем сезоне второй главы Fortnite глобально трансформирована, в том числе за счет добавления в нее большого количества водных локаций, а также подводных областей. Это означает, что кроме того, что у локаций Fortnite существенно поменяется внешний вид, в игре может также кардинально измениться реакция игрового мира на действия игрока. Как сказано в Википедии, геймплей — это чисто компьютерный термин, которым описывается то, как игрок взаимодействует с игровым миром, как игровой мир реагирует на действия игрока, а также это набор действий, которые предлагает игроку игра. Если для простоты понимания сравнить Fortnite с человеком, а геймплей с каким-то его органом, то можно сказать, что разработчики Fortnite пересадили человеку часть мозга, а именно ту часть, которая отвечает за восприятие внешнего мира. Безусловно, передвигаться как по воде, так и под водой для большинства игроков не составит никакого труда. А вот стрелять и строить в подводных условиях всем нужно будет учиться заново. Ведь логически размышляя, разработчики должны были учесть разницу между сопротивлением воды и воздуха. Конечно, можно допустить, что стрельба и строительство в подводных локациях Fortnite не будут предусмотрены, и поэтому волноваться за будущее игры не стоит. Тогда зачем, спрашивается, в Fortnite была добавлена водная тематика? Неужели лишь для того, чтобы игрокам тупо расширить обзор? Здесь Волков впервые учил меня плавать. Но я уже умею плавать. Ничего ты не умеешь. Ты должен забыть все, чему тебя учили на суше. Таким образом, если слухи верны, и в третьем сезоне второй главы Fortnite действительно будет преобладать водная тематика, то игрокам придется заново осваивать технику управления персонажами Fortnite. В связи с этим долгие годы упорных тренировок по управлению точностью стрельбой и увеличению скорости строительства могут, как говорится, попасть коту под хвост. В итоге многие игроки могут обидеться на разработчиков и перестать играть в Fortnite. А ведь именно от этого зависит будущее этого мега популярного шутера.
Если люди станут меньше играть, то они будут меньше тратить денег на покупки в магазине Fortnite. В итоге разработчикам могут сократить зарплату. Это в свою очередь приведет к ухудшению качества и сокращению ивентов в игре, а затем и к полному ее забвению. Самое комичное в этой истории, пожалуй, то, что в Fortnite привели к такому, возможно, печальному финалу именно давние обвинения Epic Games в плагиате. Видимо, ребята из Epic Games просто не выдержали терзаний совести и добровольно сделали то, что PUBG Corporation неудачно пыталась заставить их выполнить через суд. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что других причин для посвящения нового сезона Fortnite водной тематике просто нет. В последнее время новые персонажи и оружие в игре появлялись благодаря кинематографическим премьерам. Так, первый сезон второй главы Fortnite был частично связан с 9-м эпизодом киносаги «Звездные войны». Второй сезон второй главы шутера был полностью посвящен шпионской тематике, вызванной мировой премьерой киноленты «Не время умирать», снятой в рамках культовой франшизы об агенте 007 Джеймсе Бонде. Из-за пандемии выход ленты о главном шпионе Британии перенесен на ноябрь. Однако первоначально мировая премьера боевика должна была состояться в конце марта. Если бы это произошло, то аудитория игроков 12-го сезона игры Fortnite существенно бы возросла. Есть разговор. Кто это? Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Вместе с тем, в ближайшем будущем в мировой прокат не выходит ни одного блокбастера морской направленности. Walt Disney Pictures планирует выпустить 6-й эпизод «Пиратов Карибского моря» в 2021 году. А Warner Bros. Назначила премьеру второй части «Аквамена» аж на конец 2022 года. Таким образом, третий сезон второй главы Fortnite, который также называют 13-м сезоном, абсолютно не связан ни с каким свежим событием в мире кинематографа. Понятно, что из-за совпадения выхода третьего сезона второй главы Fortnite с пандемией коронавируса разработчикам игры не приходится ждать какой-либо информационной поддержки со стороны киноиндустрии. Из-за закрытия кинотеатров на карантин все мировые премьеры фильмов отложены как минимум до осени. В связи с этим возникает вопрос, почему Epic Games вообще решила задействовать в новом сезоне игры образы персонажей из кинематографической вселенной Marvel? Если задуматься, то единственное, на что намекает тематика и персонажи 13-го сезона игры Fortnite, это на прошлое. Так, судя по просочившейся в интернет информации о новом сезоне, в Fortnite появится Аквамен, главный герой одноименной картины, вышедшей на широкие экраны в 2018 году. То есть в том же году, когда PUBG Corporation подала в суд на Epic Games за кражу концепции игры. Согласитесь, удивительное совпадение. Таким образом, судя по хронологии событий, идея создания водной тематики в игре Fortnite возникла у Epic Games в 2018 году в ответ на обвинение в плагиате со стороны PUBG Corporation. Но по какой-то причине тогда Epic Games не решилась воплотить свои планы в жизнь. И лишь отсутствие из-за пандемии информационной поддержки со стороны кинематографа заставило разработчиков Fortnite вернуться к своим старым наработкам и придать третьему сезону Fortnite водную тематику. Разрешите подняться на борт. Официально руководство Epic Games, конечно, никогда данную версию не признает, ведь в этом случае они подтвердят нарушение авторских прав PUBG Corporation, а это будет уже для Fortnite страшнее эксперимента с затоплением острова. Друзья, пока мы можем лишь гадать о том, какой сюрприз нам приготовили разработчики Fortnite. По крайней мере, на момент выхода данного видео нет официальной информации о том, каким будет Fortnite в новом сезоне. Поэтому еще есть шанс, что вода, которая накроет большую часть карты в новом сезоне игры, вслед за прежними локациями, также не отправит Fortnite на дно забвения. На этом у меня все. Участвуйте в конкурсе, о котором я рассказал в начале этого видео, и выигрывайте подарки на канале Жизнь Игра. По крайней мере, пока игра не закрыта. Шучу. Напомню, для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал Жизнь Игра, поставить колокольчик, нажать лайк под этим роликом, написать какой-нибудь комментарий по теме этого видео и указать свой ник в Fortnite. Думаю, что это будет точно не сложнее, чем научиться возводить постройки в новых подводных локациях в Fortnite. Спасибо за внимание, удачи в игре и в жизни, пока!